Приветствую, дорогие друзья! И сегодня у меня на канале новый, абсолютно уникальный гость. Человек, который скрупулезно и внимательно следит за законодательной базой тотальной цифровизации. Юрист, предприниматель и блогер Владимир Викторович Туров. Здравствуйте. День добрый, Алексей. Огромное спасибо за приглашение. Алексей, ваш канал «Конспирология», он уже веет чем-то таким тайным, но, к величайшему сожалению, те вещи, Алексей, о которых мы говорили там год, два, три, 5 лет назад, и нам писали зрители в комментариях, что вы несете, все это полная конспирология, все это ерунда, прямо сейчас это реализовывается в федеральных законах, к сожалению. Я с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы и с помощью законов покажу, как оно на самом деле устроено и с точки зрения цифрового рубля, и будущего, как я это назвал, это пока еще не чипирование, это пока что QR-кодирование каждого из нас, я это назвал эпоха меченых, нас всех пометят, это эпоха меченых, они планируют, по крайней мере, так начнется с 1 января 2026 года. Это также, здесь задавайте любые вопросы, потому что иначе я превращу этот эфир в лекцию. Я на любые ваши вопросы отвечу. Владимир Викторович, вы смотрите, сейчас, на самом деле, даже если берем последние инициативы, вот совсем недавние, давайте тогда начнем потихоньку и, допустим, возьмем, например, информацию о новом мессенджере, да, федеральном МАКС. Вот очень много о нем информации ходит, да, но, как говорится, часть это, возможно, какие-то слухи, часть домысла, а вы, как человек все-таки, который знакомится с законами, да, с конкретными инициативами, пожалуйста, вот вам слово, полный карт-бланш, что можете вообще сказать о том, что это такое, с чем его едят, как использовать? Первое. Техническую оценку, то есть качество этого мессенджера, я давать не буду. Посмотрите соответствующие видео в YouTube. Я лично посмотрел техническое качество этого мессенджера. Это порнография. Но это как бы ладно. Допилят, доделают и так далее. Обращаю ваше внимание на следующий момент, о котором никто из блогеров не сказал, они почему-то это упустили. Закон на этой неделе о мессенджере вышел. Он будет создаваться за наш с вами счет, по сути дела. И там прямо на первой странице закона, дай бог памяти, 156 себе, там прямо на первой страничке этого закона написано следующее, что мессенджер МАКС будет работать без использования интернета. Там прям так и написано. Обалдеть. Из одного мессенджера будут и все взаимодействие с госструктурами и так далее, это я сейчас более подробно расскажу, будет проходить через вышки сотовой связи без интернета. Запомнили этот факт. Факт номер 2, то есть интернет ему не потребуется, и, соответственно, факт номер 2. Прямо сейчас во многих регионах России мы видим блокировки интернета с Сибири, Дальний Восток, Забайкалье, и люди недоумевают. Как так? Дроны до нас никакие не долетают, почему интернет блокируют? Отвечаю. Это чудесная информация. Наши власти сейчас занимаются сменой оборудования и программного обеспечения, которого является создание белого интернета. Белый интернет. Сейчас блокировки в интернете выборочно. Они себе поставили задачу полностью блокировать весь интернет, а дальше написать белый список тех сайтов и организаций, которые внутри этого белого интернета не будут заблокированы. Чувствуете разницу? То есть до этого был подход блокировать отдельно взятые ресурсы, а сейчас принято решение попытаться заблокировать все, оставив, наоборот, отдельно взятые ресурсы. Сразу скажу, я считаю, что у них это нифига не получится. Они не смогут заблокировать интернет полностью, несмотря на выделенные миллиарды рублей. Но проблемы создадут. Это совершенно точно. Дальше, если вы откроете этот закон, то вы увидите, что мессенджер МАКС становится цифровым загоном. Во-первых, согласно их планов, с 1 сентября этого года, закон уже вступил в силу, но с 1 сентября этого года они планируют сделать так, что мессенджер МАКС будет предустановлен на каждом нашем мобильном телефоне. Лично я, если так дело пойдет, я просто куплю себе какую-нибудь дешевую болванку, вставлю туда
какую-нибудь симку, которая на меня сделана, и чтобы в этой болванке у меня не было никакой информации. Но как будет работать мессенджер Max? Что написано в этом законе? Берем, допустим, бизнесменов. Выясняется, это раз-два, это 3-я страничка закона, примерно 3-4 абзац снизу. Я не буду сейчас цитировать законы. Там, например, написано, что теперь бизнес должен будет заключать договора тоже через этот мессенджер Max, подписывать все документы. И вышло сообщение ФНС России еще через платформу налоговиков, и все это, естественно, для облегчения нашей жизни. Дальше. В мессенджер Max будут встроены ваши водительские права, паспорт, СНИЛС, там будет встроена вся ваша система образования, документы образования, там будет встроена система учета, вся школьная система учета, вся вузовская система учета. Там же будет мессенджер, там же будет ваша переписка. Более того, согласно закону планируется отрубить вам доступ от госуслуг, прямой доступ, потому что планируется же интернет полностью заблокировать, и вы через интернет на госуслуги входить не сможете. Так вот, когда появится мессенджер Max, согласно закону, они хотят сделать так, чтобы на госуслуги вы входили только через мессенджер Max. Представляете? Обалдеть. 100%. Без мессенджер Max. А тут еще же эпоха меченых у нас будет. Возможно, Алексею будет интересно, я расскажу, как это будет выглядеть. То есть, вот, если начать зачитывать, что там будет о нас все. Естественно, там встроена ваша биометрия, все персональные данные. Естественно, грубо говоря, лечиться будете через этот мессенджер, креститься будете через этот замечательный мессенджер. Я вам рассказываю об их планах и о том, что написано в законе. Смогут реализовать, не смогут реализовать. Потянет это железо, не потянет. Согласится, например, компания Apple предустанавливать в айфоны этот российский мессенджер Max или не согласится. Ребят, я не знаю. Моя задача вам показать, что конспирология превращается в законы, и этот закон, о котором я говорю, он уже принят. Вывод. То есть, что они хотят сделать? Блокировать полностью интернет, оставить только белые ресурсы, разрешенные правительством, сделать мессенджер Max, и чтобы вы через мессенджер Max спокойненько жили, работали. Дальше отдельная тема системы QR-кодов, отдельная тема цифровой рубль, и треугольничек замыкается. С одной стороны цифровой рубль, тут Max наверху с точки зрения контроля, тут эпоха меченых, система QR-кодов. Ребят, к сожалению, никакая не мистика, никакое не нагнетание. И я не хочу... Давайте решим, что у них ничего не получится. Я лишь вам рассказываю, что они написали в законе и что они собираются сделать. Да, слушайте, Владимир Викторович, на самом деле очень ценно, да, то есть, что мы с вами сейчас обсуждаем не какие-то домыслы, да, потому что лет 10 назад это все действительно были какими-то абстрактными предположениями, то сейчас это действительно прописано, это уже нормативно-правовая база, которая готовится. И знаете же, что самое интересное, да, вот как раз аккурат под вот этот самый мессенджер, какие мы новости видим? Значит, собирается передавать силовым структурам всю информацию с маркетплейсов, да, то есть это колоссальный объем данных, который будет теперь доступен официально. Если до этого по запросам каким-то с бюрократической волокитой, то теперь это уже опция базовая. Дальше что мы видим? Мы видим то, что действительно какие-то перебои с интернетом не совсем понятные, казалось бы. Где-то, да, это можно оправдать какими-то событиями, возможно, где-то это очень странно выглядит. Потом отменили, значит, у нас сейчас... Теперь это вне закона изменение вот этого индивидуального номера мобильного устройства, да, как так называемый СКМЭЙ, по-моему, он называется. Вот, я уже точно не помню. Имей, да. Вот. И, собственно говоря, тут выкатывается вдруг информация вот по поводу вот этого мессенджера, причем все очень быстро делается с точки зрения обывателя. То есть еще год назад никто вообще не слышал об этом мессенджере, а тут вдруг резко раз и появляется. Давайте вот поговорим, наверное, о том,
с чем хотят интегрировать мессенджер, да, мы видим, что все это замыкается в единую цепь, и, конечно же, основным инструментарием, который будет, скажем так, мотивировать людей к этому всему подключаться, это цифровой рубль, который, как я предполагаю, сейчас он пока еще не обязательный, да, там по желанию, но, как я предполагаю, это сделают единственно возможной формой денег. Пожалуйста, вам слово про цифровой рубль и какие последние новости вообще в этой сфере? Смотрите, последние новости, ребят. Цифровой рубль. Концепция цифрового рубля появилась в 2019 году. В 2020 году должен был быть проведен эксперимент. В 2021 году его должны были запустить массово. Так планировал Центральный банк. По каким-то самым разным причинам все это откладывалось. Я так подозреваю, что протестовало высшее чиновничество. Им самим не нужен цифровой рубль, потому что цифровой рубль – это система тотального контроля. Сейчас коротко расскажу. Но как бы там ни было, в 2023 году выходит 340-й федеральный закон. Открываем 340-й федеральный закон, и, о чудо, что же там написано? Там много всего написано, он толстый. Но вам будет интересно следующее. Согласно 340-го федерального закона, Центральный банк является единственным держателем площадки, где этот цифровой рубль будет обращаться. То есть вы открыли там счет, точнее, счет вам будет открыт автоматически, сейчас тоже расскажу. Вы решили деньги перевести своей маме. Вы переводите деньги своей маме. Рубли цифровые с этой платформы не уходят. Они остаются на этой платформе. То есть, по сути дела, всеми деньгами Российской Федерации, всеми вашими деньгами будет заведовать 2-3 человека в нашей стране. И они, вот как их торкнет, любого могут отключить, если уж будет такая необходимость. Второй момент, который написан в этом законе. Цифровой рубль можно пометить и написать на нем его предназначение. Там прямо написано в законе. Например, в цифровых рублях, допустим, берут и перечисляют детское пособие. Все. Раз это детское пособие, пивко ты себе не купишь, колбасы не купишь, хлеба не купишь, ты должен будешь потратить эти деньги, это детское пособие, на детское питание. То есть и так далее. Каждый цифровой рубль можно пометить с точки зрения его предназначения. Дальше в законе написано, что у цифрового рубля может быть установлен срок его действия, могут быть установлены лимиты остатки на конец периода по цифровому рублю, может быть установлено, полный стопроцентный контроль. Шок. Это как отпечатки пальцев на рубле. То есть вот ты взял рубль в руки, оставил на нем отпечатки пальцев, дал другому, у другого человека остались отпечатки пальцев, у третьего, у четвертого. И Центральный банк сможет, и наши власти смогут проследить этот цифровой рубль с момента рождения до момента его смерти. Рождает цифровой рубль Центральный банк нажатием клавиши, отправляет на тот свет тоже Центральный банк нажатием клавиши. Следующий момент. Пока теория. Цифровым рублем его нельзя положить на депозит, его нельзя дать в долг, им нельзя платить проценты по кредиту, его нельзя заплатить за ипотеку и так далее, и так далее, и так далее. И в 340-м законе написано, что колхозное добровольное, ты можешь открывать счет цифрового рубля, можешь не открывать, так написано в законе. Но дело в том, что после этого появилось огромное количество нормативно-правовой базы. И согласно последней нормативно-правовой базе, цифровой рубль будет встроен уже в наше банковское приложение. То есть вы открываете, наводите свой телефон на QR-код, на какой-то собираетесь что-то оплатить, открывается ваше банковское приложение, и там пока будет 3 варианта платежа: через систему быстрых платежей, через там еще что-то, и через цифровой рубль, и вы нажимаете кнопочку, и происходит, соответственно, оплата, допустим, цифровым рублем. То есть цифровой рубль, раньше нам говорили, что каждый должен будет, скажем так, открыть счет и заключить договор с Центральным банком, а теперь это будет встроено в ваше банковское приложение. Следующее, что необходимо знать про цифровой рубль. Не успел я дать интервью Алексею про цифровой рубль, как тут же вышло новое разъяснение Центрального банка. Видите, оно тут мной, я уже не первый ролик снимаю. Это дополнение к интервью, которое я давал Алексею. Уважаемые дамы и господа, чиновники выступили массово против внедрения цифрового рубля, банкиры их поддержали, плюс, видимо, наши власти услышали возмущение людей, и в очередной раз Центральный банк перенес даты внедрения цифрового рубля. К цифровому рублю организации должны были подключиться с 1 июля
а с 1 сентября все должно было начать работать, а с 1 октября этого года должны были начаться бюджетные выплаты, а с 1 января 26 цифровой рубль должен был бы появиться в кармане у каждого гражданина. Так вот, теперь дату массового внедрения цифрового рубля перенесли на 1 сентября 2026 года. Подключение бизнесменов с оборотами свыше 120 миллионов рублей тоже перенесли на 1 сентября 2026 года. Микробизнес с оборотом 30 миллионов рублей в год и более должны были подключить цифровому рублю с 1 июля этого года. Их подключение перенесено на 1 сентября 2028 года. А за это время, почему я перечеркнул, смотришь, что-то поменяется, и цифрового рубля у нас с вами не будет совсем. Вот такая вот хорошая новость. Также я, давая интервью Алексею, рассказывал про эпоху меченых, про единый QR-код, который должен был начать заработать с 1 января 2026 года. Так вот, единый QR-код и эпоху меченых тоже перенесли внедрение эпохи меченых на 1 сентября 2026 года. И надеюсь, что это тоже ничего не состоится. Как будут развиваться события на самом деле, посмотрим. Я надеюсь, мне не придется делать вторую подсъемку к тому интервью, которое я дал Алексею. Всем хорошего дня, всем добра и что, я думаю, что как-то все-таки прорвемся. Спасибо, друзья. Социальные платежи и, возможно, пенсии начнут выплачиваться пока что не массово, но в цифровых рублях. Пока такого постановления правительства нет, но есть указания, и уже есть, скажем так, проект указания Центрального банка, где черным по белому написано, что правительство и федеральное казначейство должны там ряд мероприятий сделать и подготовить реестры для социальных выплат, реестры граждан подготовить для социальных выплат и для иных бюджетных выплат, например, по 44-му федеральному закону, это если вы работаете по гособоронзаказу или как-то еще работаете с государством. По поводу сроков на следующий год, что они введут в 2026 году, может быть, они введут как раз систему меток на рублях в том смысле, что вот тебе дали рубли, детское пособие, ты можешь потратить только на детское пособие. А может быть, введут лимит остатка, что ты не сможешь снять со счета там, нет, цифровые рубли совсем со счета снять не можешь, что ты должен потратить цифровые рубли до конца какого-то периода, допустим, да. Я не знаю, что они будут вводить в этом году. Но вот про этот год уже план известен. Как он будет реализовываться, не знаю. Но тут, ребят, необходимо в этот треугольничек, в эту мозаику обязательно добавить другие элементы. Обязательно добавить введение единого QR-кода – это отдельная тема. И привязать к Максу, к цифровому рублю, к QR-коду. Обязательно добавить создание единой платформы, в том числе для бизнесменов, где будут совершаться все сделки в Российской Федерации на единой платформе с автоматическим взиманием налогов. Это отдельный документ, это на этой неделе тоже соответствующее очередной нормативный акт, очередное разъяснение ФНС России. Тут, понимаете, тут наши власти пошли по комплексному пути. Я сейчас не хочу залезать в психологию полного, тотального контроля за каждым движением, за каждым нашим движением. Потому что, например, вы купили билет, товарищ майор знает. Вы приехали в аэропорт, это уже действует. Товарищ майор знает. Вы сели в самолет, товарищ майор знает. Вы взлетели, товарищ майор знает. Вы приземлились, товарищ майор знает. Или, например, добавлю в эту мозаику, тоже никакая не мистика, создан единый государственный реестр населения Российской Федерации. Федеральные законы вышли летом 2020 года, после этого они 2 года отлаживали. Это уже сделано, и там на нас собрана вся информация. Или, например, это тоже нормативно-правовые акты были, значит, по состоянию на конец 2023 года все индивидуальные предприниматели и юридические лица, на каждое ИП, каждое ООО был создан так называемый цифровой портрет. И я могу взять прямо сейчас документы и пару сотен этих параметров из этого цифрового портрета. Пару сотен параметров там? Это на юридических лицах. На физических лиц тоже создан цифровой портрет физического лица. По состоянию
на конец 2024 года портрет на каждое физическое лицо должен был не меньше 150 параметров, а до конца 2030 года цифровой портрет должен быть 200 параметров. Вот попробуйте, Алексей, вот вы можете на себя описать по 100 параметрам, а государство может. Я частично, внимание, смотрел, что же содержат эти цифровые портреты. Ребят, все. Ну, все. Вот вообще все. И это не только биометрия. Там, например, даже есть информация, я про себя смотрел, у каких частных врачей я лечился, сколько я им заплатил, какие у меня были болячки, от чего я лечился, естественно, в какие страны летал, где живу, с кем, что покупаю, на чем езжу, какие есть дачи, квартиры, машины, какие обороты, сколько плачу за телефон, сколько за это, за... Еще раз, 150 параметров по состоянию на конец прошлого года. Вот добавьте сюда это тоже в мозаику. Ведь, ребята, любимые мои дорогие зрители, я же вам нормативную базу даю. Да, кто-то может сказать, ну, Турова, оно там работает все равно в кривь, в кость, не на 100%. Ну, блин, оно работает. Например, господин Егоров, глава ФНС России, заявил, что мы давно в своей практике используем искусственный интеллект, и мы можем получить информацию, всю вообще, mind map, умственная картина разума, что называется, всю информацию на любого налогоплательщика в течение 1-3 минут. Вы думаете, он шутил? Я вам прямо сейчас могу назвать все параметры, имеющиеся у налоговиков о вас информации, будь у вас организация или будь вы физическое лицо. Ребят, вы же поймите, что пазлы эти, они постепенно складываются, да? Мы сейчас не будем рассуждать, чего наши власти боятся, зачем они это делают, к чему они нас ведут. Я не хочу гадать. Я вам рассказываю, что уже сделано. Понимаете? Да, Владимир Викторович, здесь сложно как-то вообще с этим поспорить, потому что это уже факты. И, знаете, вот вы сейчас пока рассказывали про вот эти 100 параметров на физлицо, у меня уже формируется в голове картина. Так, если человек оценивает по определенному количеству параметров, значит, это уже элемент не просто системы контроля, а это уже элемент определенного социального рейтинга. И, скорее всего, уже есть вот эти вот, в общем-то, значит, определенные, ну, не списки, а категории людей, которые условно там более лояльны, менее лояльны, и так вот по экспоненте вниз там или вверх. Поэтому да, это... Есть, эти списки есть, Алексей, более того. Если вы откроете постановление правительства Российской Федерации и внимательно его почитаете, извините, номера не помню. Так, постановление правительства, но вы можете мои слова прям в Яндекс забить, и он вам найдет это постановление. В постановлении правительства Российской Федерации написано, что единый государственный реестр населения состоит из 2 разделов. Первый раздел доступен для граждан при условии, что гражданин сдал свою биометрию, и его биометрия есть в единой системе идентификации и аутентификации, и есть в единой биометрической системе, и он зарегистрирован на госуслугах, короче, что он уже под контролем, и он может зайти и посмотреть, какая информация собрана на него в первом разделе, но там элементарно, я посмотрел, там фамилия, имя, отчество, паспортные данные, квартиры, машины, дачи, информации много, но она элементарная. Но в этом же постановлении правительства написано, что на каждого гражданина Российской Федерации, внимание, это написано в постановлении, черт возьми, правительства, я ничего не придумываю, там написано, что есть еще 2 раздел. А вот 2 раздел информации о каждом гражданине, он закрыт для гражданина, и гражданин не может посмотреть, что там на него написано. Но дальше в постановлении правительства написано, что 2 раздел, туда помещают информацию и ведут этот 2 раздел в следующие службы. Служба внешней разведки, Федеральная служба безопасности России, МВД, МЧС, Федеральная служба охраны. Короче, спецслужбы, собирая до каждого из нас, помещают во 2 раздел
Дальше описана система межведомственного взаимодействия, как чиновники могут этим вторым разделом пользоваться для того, чтобы заботиться о нас с вами, чтобы повысить нашу безопасность, чтобы повысить наш комфорт. Ну, вы извините, я не шучу сейчас. По сути дела, система социального рейтинга готова к введению, но ее боятся вводить. Сейчас и так слишком много факторов, которые... Жесточайший экономический кризис, непредсказуемость, которая беспокоит наше правительство. Но не просто так. Университет, университет управления, по-моему, это было в начале этого года, один из российских университетов разработал уже систему социального рейтинга. Она готова, я даже помнил ее название, я даже в нее заходил. Было такое, да. Было такое. Но чиновники объявили, что это их личная инициатива, и пока никакого социального рейтинга вводить не будем. Дорогие мои, по сути дела, он уже в той или иной степени действует. Ну, просто давайте скажем прямо. Это первое. А второе, я не знаю, когда будет нажата кнопка, и будет ли она вообще нажата. Я по-прежнему остаюсь оптимистом. Я считаю, что у них ничего не получится. Я считаю, что и года не пройдет, как все эти людоедские законы будут отменены. Я считаю, что нам надо потерпеть. И сейчас, конечно, будет жесточайший экономический кризис, и вы жить будете еще хуже, но в перспективе, может быть, 3 года. В общем, я прогнозирую, что наша экономика начнет поднимать голову к концу следующего года, и через пару лет уже более-менее как-то через 2-3 года более-менее будет нормально, а потом мы выйдем на устойчивый рост. Я остаюсь оптимистом. Но если я ошибусь, то, ребята, извините. Я же не все еще вам рассказал это. Вы поймите, это целая система. Она есть. Можно, конечно, знаете, как маленькие дети, закрыть глаза и сказать: да, ерунда, все это, нет этого ничего. Нет этого ничего. А как насчет того, что с 1 сентября Центральный банк, если захочет, может ограничить наличное денежное обращение, и ты, сынок, больше 100 тысяч рублей наличными в месяц не снимешь? Вы в курсе, что 41-й федеральный... Это цитата. Это я вам называю 41-й федеральный закон. Он вступил в силу, а в этой части он вступает в силу с 1 сентября этого года. И там тоже в 41-м федеральном законе написано: в целях борьбы с мошенничеством и обеспечения безопасности граждан. А вы в курсе, что согласно этого 41-го федерального закона, когда после 1 сентября вы подойдете к своему банкомату и на вас посмотрит видеокамера, и если видеокамера плохо считает вашу биометрию, она может запретить вам снимать ваши наличные на 2 суток до 50 тысяч рублей на 48 часов. И точно так же, если будет подозрение, там написано как в 41-м федеральном законе, если гражданин уже был объектом мошенников, то есть ему пытался кто-то звонить, с ним пытался кто-то разговаривать, он уже был объектом мошенников, то чтобы защитить этого гражданина от мошенников, можно делать вот эти блокировки и ограничить этого гражданина снятием наличных не больше 100 тысяч рублей в месяц. И на мою российскую симку по 5 раз в день, сука, звонят. Я объектом... И каждый из нас был объектом мошенничества. После этого наш центральный банк нас всех успокоил и заявил: да нет, не будет никаких массовых блокировок, мы действительно будем бороться только с мошенниками. Или вчерашнее указание Центрального банка, значит, они теперь собираются бороться еще с P2P-платформами, чтобы граждане не меняли свои рубли на крипту, а то вдруг кто-то на крипте разбогатеет, и они там, знаете, что написали? Они там написали, что вы же, гражданин, понимаете, что если вы на P2P-платформе покупаете криптовалюту, а вдруг вам заплатят криптой, которая была заработана на наркотиках и торговле оружием, и тогда у нас будет возможность обвинить вас в том, что вы вот тут участвовали в этом преступлении. Ребята, извините, но это просто способ всех запугать
и загнать в цифровой загон. Но я слишком много говорю. Лучше, Алексей, давай я попробую отвечать покороче. Потому что, я в теме, я могу часами рассказывать. Ваши комментарии более чем необходимы, я бы даже сказал. И, как вот вы правильно сказали, по поводу, вот этого ограничения доступа, в принципе, к альтернативным цифровым активам в виде криптовалют. Сейчас действительно даже тот же Best Change, я наблюдаю эту ситуацию. Значит, сначала они его заблокировали, потом они его разблокировали. Best Change сайта с обменниками те же самыми. При этом никакого постановления о том, что это какая-то запрещенная база, ресурс нету. Просто, как вот с Ютубом тем же самым. Как бы нету никакого законного основания, как будто бы он сам там что-то с ним происходит, но на самом деле замедляет. И вот сейчас снова его уже с концами заблокировали, вот этот вот ресурс Best Change, и, в общем-то, не планируют. Подскажите просто, вот если мы касаемся той самой системы меченых, вот так вы ее обозвали, что это, вот если подробнее об этом говорить, что должно вступить в силу с 1 января? 26-го. Сейчас расскажу про систему меченых, Алексей. Я вот для вас и для всех наших зрителей, не считайте это пустым трепом и пустой рекламой, ребят, через мою компанию все можете сделать. У меня же не одна организация, мы назвали только юридическую компанию. У меня есть направление, где мы делаем виды на жительство в Европе, у меня есть направление криптовалютное, у меня у самого большой криптопортфель, довольно приличный криптопортфель, активы. Я еще и инвестор, я давно инвестициями занимаюсь. Так вот, я хочу вам сказать вот что. Забудьте про майнинг в России. Это небезопасно, могу прочитать целую лекцию, но это тема отдельного эфира. Хотите майнить? Я вот летал в Эфиопию, познакомился там с немцами. Они с правительством Эфиопии, немецкая компания, заключила официальный договор, мощности позволяют, кому надо, обращайтесь, и вы таким образом спасете свои криптоактивы от всевидящего ока наших замечательных властей. Теперь к эпохе меченых. Почему я ее так назвал? Смотрите, сейчас вы можете прийти в магазин, там свой телефон навести на какой-то QR-код и купить какой-то товар. В интернете можете на QR-код навести и купить какой-то товар. И эти QR-коды каждая торговая компания либо создает самостоятельно, либо в основном в наших российских магазинах мы пользуемся QR-кодами Сбербанка. Так вот, все, это время заканчивается. Центральный банк что придумал? Они специально создали свою карманную организацию. Рядом с платформой цифрового рубля, напомню, цифровые рубли не будут покидать платформу Центрального банка, создается платформа, единая платформа единых QR-кодов, и тоже все это под контролем Центрального банка. И все товары, работы и услуги в Российской Федерации будут теперь продаваться цифровыми рублями с единой платформы через единую платформу QR-кодов. Воспроизведите то, что я сказал. Словите эту идею. То есть, каждый из нас, кто в России что-то покупает, эта информация мгновенно будет отражаться на этой единой платформе. То есть, цифровые рубли позволяют все это проследить, а единый QR-код – это система меток, которая позволяет знать, что ты за всю свою жизнь купил. А теперь смотрите, на цифровом рубле написано, ты имеешь право купить только памперс, а вот тут доказательство, что ты этот памперс купил. Понимаете, какая штука? Это даже лишнее. Я не знаю, зачем они вводят единую систему QR-кодов. Там опять написано, чтобы не было недоразумений, что мы Центральный банк, самая надежная структура, что это не должно быть в руках Сбербанка, это не должно быть в руках ВТБ, не должно быть в руках других банков, всяких там частных, что вот мы самые надежные, мы создали для вас единый QR-код, вы наводите свой телефон, приложение открывается, можете заплатить обычным рублем, можете заплатить цифровым рублем. Но, ребята, это же еще и система единого центра, откуда будет осуществляться слежка за всеми покупками в Российской Федерации. Вот почему я это назвал эпоху меченых. Это эпоха меченых. А теперь добавьте сюда еще и систему маркировки всех абсолютно товаров, включая питьевую воду, кроме листьев на деревьях. И в законе, между прочим, так и написано, что не маркируются дикие животные, обитающие в естественной среде обитания, прочитайте закон, не маркируются рыбы, которые обитают естественным путем в мировом океане,
А вот рыба, которую выращивают в сачках, она маркируется и чипируется группами. Даже домашние животные должны маркироваться и чипироваться. Закон вступил по регионам, сейчас это потихонечку вводится, и создается единый реестр домашних животных. Была идея сделать единый реестр всех этих нормативно-правовых актов с кратким указанием каждого элемента, о чем этот, о чем этот, о чем этот, чтобы вы представляли, как устроена вся эта система. Вот оно вот так. Конечно же, должен быть резонный вопрос, а делать-то что? Вы извините, если я сейчас скажу, что на самом деле необходимо делать, то Алексей этот ролик в YouTube не выложит. Да. Вырежет. Поэтому, извините, я рекомендации давать не могу насчет того, что а делать-то что. Да, Владимир Викторович, на самом деле здесь вот мы видим также из-за того, что цензура тотальная везде вводится, мы видим, что есть опасения по поводу хотя бы того, что люди будут хотя бы задумываться о происходящем. Не просто так вот эта система тотальной цензуры вводится, более того, я смотрю на некоторые предложения, которые исходят, да, от официальных структур, и они, знаете, как под кальку абсолютно копируют то, что сейчас в Европе пропихивают, в частности, в Европе и в США, где хотят под предлогом, значит, защиты детей от вредной информации ввести проверку, значит, возраста, да, для того, чтобы допускать или не допускать человека, а проверка возраста – это уже идентификация пользователя для того, чтобы пользоваться интернетом. Но мы тут все-таки сейчас закончим, но мы все-таки впереди планеты всей. Части технологического контроля, мне кажется, мы даже Китайскую Народную Республику обогнали. Да, 100%. И мы как раз вот переходим сейчас к такой теме, связанной с цензурированием информации. Вот касательно, может быть, вы знаете что-то, что будет касаться части вот как раз распространения информации в интернете. Может быть, как раз сталкивались с какими-то законами, которые как раз именно об этом. Здесь, ребят, намного важнее другое. Здесь намного важнее система отслеживания, какие ресурсы в интернете вы посещаете. Ну, во-первых, если не удастся полностью заблокировать интернет, то не спрашивайте у меня, пожалуйста, как это делается технически. Простите, я не технарь, потому что кто-то сейчас может сказать, все это херня, они кривобокие, криворукие, ничего у них не получится, да? Но с точки зрения нормативной базы, еще, внимание, в 2023 году был запущен эксперимент по контролю над населением, чтобы видеть, какие ресурсы гражданин в интернете посещает, на какие кнопочки он нажимает. О результатах этого эксперимента объявлено публично не было, я результатов не видел. Но, как утверждают люди, которые разбираются в теме, они говорят, что после того, как вышло 2 закона Яровой в 2017 году, и было установлено сормовское оборудование, и теперь у нас пишутся все наши телефонные разговоры, записи хранятся, вся переписка, все видео, аудио, голосовые, все сообщения, все там хранится у них, да. Но кроме всего прочего, как утверждают специалисты, у них есть возможность подойти, найти любого гражданина, проследить любого гражданина, какие ресурсы в интернете он посещал. Ребят, я не знаю. Так написано в нормативной базе. А как это технически реализовано, я не знаю. Поэтому с точки зрения слежки в интернете это все отслеживается, это несложно. Более того, по ключевым словам все это тоже отслеживается. Комментарии могут отслеживаться по ключевым словам. С этим проблем нет. Другое дело, что пока система работает избирательно. То есть она дергает тех людей, которые не согласны с официальной политикой партии и правительства. Здесь намного опаснее их планы поставить под тотальный контроль наши мыслезаключения, которые мы как-то то есть в голову пока еще к нам они не могут залезть, не могут вставить чип, чтобы считывать наши мысли. Но наши мыслезаключения, которые мы выражаем у себя на кухне, в интернете, в комментариях, в отзывах,
Вот это вот действительно, наверное, какой-то искусственный интеллект придумают, который будет суммаризировать информацию и вести досье уже на каждого, потому что сейчас это делается избирательно. Пишется все, проследить можно любого, но у них не хватает ресурсов смотреть за каждым. Поэтому делается это избирательно. А как будет дальше, посмотрим. У меня больше всего опасений вызывает, я же хочу, чтобы все эти законы в течение года были отменены, и я очень надеюсь, что они все будут отменены, и система сломается, я надеюсь, что ничего не получится внедрить. Но у меня больше всего опасения вызывают 3 ключевых элемента. Цифровой рубль, система QR-кодов и МАКС. Вот эти 3 ключевых элемента, если их довести до ума и прямо вот сделать так, чтобы они работали, ребят, ну, вы меня извините, последствия могут быть катастрофичными для нашей свободы. Опять же, по срокам это не произойдет за 1 месяц. Я думаю, что, учитывая их криворукость и учитывая их способность делить, пилить и отнимать, уйдет 3 года на то, чтобы система действительно заработала. Поэтому очень надеюсь, что она не заработает и исчезнет. Деньги будут освоены, и все это исчезнет. Но с точки зрения нормативно-правовой базы все уже есть. Да, это, к сожалению, но самое главное, что, по крайней мере, вы помогаете, да, понять, что уже существует, потому что сегодня у людей иногда просто физически нет возможности, да, самостоятельно с законами ознакомиться, да, то есть увидеть, что действительно планируется. Владимир Викторович, а вот касательно мировой и нашей экономики, вот какую тенденцию вот вы предвидите, да, скажем так, ну просто вот ваше личное мнение, как вот она сейчас складывается ситуация, и вот какую тенденцию наблюдаете? Ну, зачем же мое личное мнение? Я для своего телеграмма, для своего платного телеграмма, да и в бесплатном телеграме всю эту информацию, часто я эту информацию в бесплатном телеграме у себя публикую, поэтому никакое не мнение, я прямо сейчас готов открыть, я делаю ежедневные обзоры, внимание, ежедневные обзоры состояния дел в экономике, я могу на экране показать, у меня есть обзоры за каждый день. И, дорогие мои, слушайте, давайте несколько цифр, а потом, так сказать, к чему идем. АвтоВАЗ. Падение продаж, слова гендиректора, на 40%. На 30%, извините. КАМАЗ. КАМАЗ спасает государство за счет гособоронзаказа, авансируя больше 80% покупок. А так у КАМАЗа больше 100 миллиардов рублей долгов. И без господдержки КАМАЗ просто встанет. Россельмаш встал. Россельмаш, извините, на одну секундочку, встал. Или официальные данные по состоянию на конец апреля, данные 2-го квартала пока отсутствуют. Дорожно-строительные компании. Берем дорожно-строительные компании. 45% дорожно-строительных компаний, согласно официальных данных, либо в банкротство входят, либо находятся в предбанкротном состоянии, 35% испытывают значительные финансовые трудности. Или угольная отрасль. По состоянию на конец апреля 62% угольной отрасли находятся в предбанкротном состоянии. Или банковская сфера. Из 11 системообразующих банков 6 системообразующих банков испытывают значительные финансовые трудности. И агентство Reuters вчера опубликовало исследование, которое прогнозирует в ближайшие 12 месяцев в России жесточайший экономический кризис. Послушайте, я могу рассказать вам про каждую отрасль в России. Я занимаюсь этим каждый день. Поэтому, ребят, здесь гадать даже не надо. Здесь не надо гадать. Мы не достигли дна экономического кризиса. Мы находимся в его начале. Вчера была интересная ситуация. Центральный банк вчера опубликовал очередной аналитический доклад, и в этом аналитическом докладе написано буквально следующее. Что так и так, все у нас идет хорошо, за истекшие 2 года, пишет Центральный банк, у 65% населения Российской Федерации реальная покупательская способность и доходы выросли. Внимание, у 65% реальные доходы, пишет нам Центральный банк, выросли, а упали эти доходы только у 20%. А у меня на канале, на бесплатном канале, около 40 тысяч подписчиков,
И это подписчики не бедные люди, это в основном бизнесмены, предприниматели. И я решил вчера тоже провести подобный опрос. Вот давайте для начала процитирую Центральный банк. У 2/3 российских домохозяйств, это цитата, это прямая цитата из доклада Центрального банка. У 2/3 российских домохозяйств, 65%, реальные доходы за последние 2 года заметно выросли. У четверти домохозяйств они снизились, причем у большей части, почти у 20%, доходы снизились более чем на 10%, свидетельствуют данные Центрального банка. Это точная цитата. Итак, ЦБ говорит, что 65% людей реальные доходы увеличились, и люди стали лучше. Я у себя на канале выложил аналогичный опрос, и вот результаты с моего канала. Вопрос. Выросли ли ваши реальные доходы за последние 2 года? И я ссылаюсь на данные Центрального банка. Что же... Первое. Да, Центральный банк прав, мои реальные доходы выросли. Так ответили 8% опрошенных. 8, но не 65. Центральный банк заблуждается. Я стал жить хуже, мои реальные доходы упали. Так ответило 74% опрошенных. 18% опрошенных ответили: не могу понять, вроде ничего не поменялось. Вот такие, ребят, результаты. И при том, что у нас вкачиваются 3 рублей в оборонку. Менее вот 73% опрошенных, где тусуются половина бизнесменов, ответ: стали жить хуже. Понимаете, какая штука? По зрению экономики дна мы должны будем достигнуть в промежутке октябрь 25, март-апрель 26. И умные экономисты, которые получают информацию, как вам аккуратно это сказать, которые получают правдивую информацию, они утверждают, что есть шанс, что где-то с июля-сентября 26 года экономика начнет потихонечку подниматься. Что касается правдивой информации, официально нам объявили, что инфляция в прошлом году была 9,5%. Но на стол нашим вождям лег доклад, где было написано, что на самом деле инфляция составила 40,2%. ЦБ заявил, что в этом 2025 году инфляция не превысит 7,5%. Мое личное мнение, можете его проверить потом. Инфляция в этом году к концу года будет не менее 100%. Я, между прочим, готов это доказать с помощью цифр Росстата. Насколько подорожала картошка, капуста. Например, ритейл в мае и июне месяце, наш ритейл, в части, касающейся основной продовольственной группы, продавал продукты питания себе в убыток, чтобы вы знали. У них там нет плюсовой торговой наценки. Они это продавали дешевле себестоимости, и все равно инфляция прет вверх. Инфляция – это тоже отдельная большая тема. Короче, завершая свой ответ, дна мы не достигли. Кризис по всем параметрам будет жестче, чем был в 1991 году. Фактическое изъятие вклада в население уже началось. Это второй этап спецоперации по использованию денег населения, размещенных на вкладах. Они частично начали уже перемещаться для покрытия дефицита бюджета. Вариант, что вкладчики получат свои деньги назад, он такой мизерабельный. Я не думаю, что вкладчики смогут забрать свое где-нибудь зимой, весной следующего года. Я думаю, что никто ничего не получит. И у меня есть много оснований так думать. Поэтому вот такой прогноз небольшой с экономикой. Поэтому наша задача крутиться, искать новые ниши, искать новые горизонты, осваивать новые профессии, крутиться, не держать деньги, заниматься майнингом, как я занимаюсь, заниматься инвестициями, как я занимаюсь, да. Вариантов много, ребят. Решений всегда есть. Всегда можно найти выход из положения. Но картинка нерадостная, к сожалению. Да, Владимир Викторович,
Это действительно так, но хотелось бы все-таки от вас вот под конец, допустим, чтобы вы какие-то дали, скажем так, ну не то чтобы рекомендации, а больше ваше напутствие и какие-то пожелания зрителям нашим, да, чтобы они так слишком сильно в негатив не погружались, хотя, безусловно, причина тому есть, вот, ну, ваши, возможно, какие-то личные рекомендации, кстати, может быть, по какому-то, знаете, информационному детоксу, когда ты, то есть, да, ты получаешь информацию, но как-то надо отдыхать. 100%. Ребят, первое. Боже вас сохрани проводить много времени в информационной повестке, особенно которая стратегически на вас никак не влияет. То есть, грубо говоря, кого-то опять посадили, кого-то там арестовали, у кого-то отняли какие-то активы. Отъем активов уже 3 года идет. Ну, как бы, а вам зачем это знать? Как это на вас повлияет, да? Эта информация вам не нужна. А вот информация про МАКС, про цифровой рубль, за этой информацией следите. Одновременно с этим, так как вы не можете на это повлиять, попробуйте сделать себе 2-недельный перерыв. Вообще не заглядывайте в новостную повестку. И вы увидите, как резко улучшится ваше настроение, желание действовать. То есть я вас не призываю совсем закрыться от информационной повестки, это тоже ловушка. Но хотя бы перерывы какие-то делайте в этой информационной повестке. Это вот первый совет. Совет номер 2. Смотрите, пока тренды и тенденции отрицательные, и мы где-то так приближаемся к Северной Корее или Венесуэле. Но я вас уверяю, этого не произойдет. Ситуация начнет меняться в лучшую сторону очень быстро, и соответствующие индикаторы, система рухнет просто. А что если она не рухнет? Следующий момент. Пожалуйста, обратите внимание на качество продуктов питания, в частности, на хлеб. И здесь лучше все-таки самим печь хлебушек, покупая муку, которая гарантированно произведена из нефуражного сырья, а из твердых сортов пшеницы. Но обратите внимание на качество своего питания, обратите внимание на то, чтобы у вас были витаминки, чтобы были трансфакторы. Пожалуйста, каждый вечер в обязательном порядке, утром зарядка, а вечером в обязательном порядке прогулка, в обязательном... Короче, не висите, да, еще момент, не висите в социальных сетях, там тоже хватает отрицательной информации. Побольше читайте хороших книг, смотрите хорошие фильмы. Поэтому, если мы не можем повлиять на события, ну хорошо, узнали, факт. Все, факт уже понятен. Ну и нахрен. Вы уже знаете, что цифровой рубль вводят. Вы уже знаете, что МАКС вводят. Ну сделайте выводы. Купите болванку, телефон, вставьте туда российскую симку, и пускай у вас МАКС следит за абсолютно пустым телефоном. Но зачем часами это слушать? Зачем часами потреблять эту отрицательную информацию? У вас от нее крыша поедет. Факт установлен, действия предприняты, безопасность себе как-то обеспечил. Все, хватит зависать в этой плохой новостной повестке. И заканчивая, хочу сказать следующее. К великому сожалению, то, что еще несколько лет назад мы считали конспирологией, наши власти прямо сейчас делают явью. Ну и, соответственно, нам надо как-то набраться терпения и этот период просто пережить. Я думаю, что они, продолжая делать то, что они делают, они могут вызвать что-то, что не даст им удержаться на своих местах. Видите, я слова вынужден подбирать. Да, Владимир Викторович, на самом деле понятно, что мы с вами затронули только небольшую часть и только того, что пока мы видим. Да, только то, что мы видим на поверхности, но я абсолютно уверен, что в следующих выпусках мы расскажем еще больше и будет много новой актуальной информации. Спасибо вам огромное. Алексей, вам спасибо. Я надеюсь, что все, кто нас смотрели, все-таки постараются не раздавиться этой информацией, а сделать какие-то свои выводы. Спасибо, что вы были с нами. Дорогие друзья, обязательно подписывайтесь на ресурсы Владимира Викторовича,
который вы обнаружите в описании к видео, а также в первом закрепленном комментарии. Также не забывайте про мой телеграм-канал и Бастион. Ссылки найдете там же. Не лишним будет поставить палец вверх, если диалог был для вас содержательным и интересным. И, конечно же, подписаться на сам канал. Берегите себя. Всем пока.